Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и очень простые слитки. Вяжутся они очень просто, но при этом смотрятся красиво и интересно. Как вы видите, здесь у меня в мастер-классе идет еще такая пряжа с рюлексом, что дает дополнительный какой-то вот блеск и интересность этим слиткам. Вязать в мастер-классе данные слитки я буду из пряжи. Вот у меня целый моточек есть Alize Superlana Midi, и вот которая вот идет именно с люрексом вот таким. Значит, по метражу это у нас идет на 100 грамм 170 метров, и по составу это у нас идет 24% шерсти, 73% акрила и 3% металлик. Это вот именно сам этот люрекс. Очень красиво смотрится. Значит, смотрите, несмотря на то, что метраж здесь идет на 100 грамм 170 метров, сильно прям, чтобы она как-то отличалась от пряжи Alize Lana Gold по толщине, я не заметила. То есть, потому что она как бы должна быть потолще с учетом метража, чем пряжа Alize Lana Gold. Но смело можете набирать, если что, это же количество петель, что я показываю и в мастер-классе, так как, я говорю, сильно оно отличаться не будет по толщине. Если, к примеру, нет возможности вот приобрести вот именно такую пряжу. Ну, а если кому-то понравится, то вот можете посмотреть у себя в магазинах вот такую вот красоту. Данные слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги где-то 37-38. Но перед тем, как приступать к вязанию, мы вначале с вами разберемся с принципом вязания данных слитков так, чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги, так как они вяжутся очень просто. Вот такое вот просто цельное полотно, которое нам нужно сначала связать, затем сшить. И вот такая красота в итоге у нас с вами получится. Теперь давайте определимся, какую деталь, сколько сантиметров нам необходимо провязать. Значит, смотрите, что касается вот этой ширины, которую мы должны будем с вами получить, то здесь, я бы сказала, величина идет постоянная. То есть ширина вот этой нашей заготовки должна быть примерно 19-20 сантиметров. Плюс-минус полсантиметра, большого значения иметь не будет. И вот смотрите, я, если измерю сейчас вот здесь в серединке, ну вот получается как раз таки ширина, ну вот где-то 19,5, почти 20 сантиметров. Вот эта ширина, как я сказала, у нас идет величина постоянная. Поэтому, если, к примеру, ваша плотность не совпадет с моей, в этом случае я рекомендую обращать внимание не на количество набранных петель, как я показываю в мастер-классе, а на количество вот как раз таки сантиметров, которые у нас должны в итоге получиться. То есть здесь мы с вами в начале нашего вязания наберем определенное количество петель и дальше начнем вязать полотно платочной вязкой. То есть если вы видите, здесь у нас идет половина детали связана вот платочной вязкой, и половина детали у нас связана резинкой 2 на 2. Теперь что касается высоты вот именно этой платочной вязки. И здесь я тоже рекомендовала бы делать такую постоянную величину, то есть вот эта высота нашей платочной вязки должна быть где-то примерно около 11 сантиметров. Опять же, плюс-минус полсантиметра, большого значения иметь не будет. Давайте сразу измерим вот эту высоту, вот именно платочной вязки. Ну, вот как раз таки она у меня получается где-то 11, может 11,5 сантиметров высота вот именно этой платочной вязки. Это у нас идет также постоянная величина. И дальше отрегулировать размер ваших слитков можно как раз таки за счет высоты вот этой части нашего слитка, то есть в том месте, где мы будем вывязывать резинку 2 на 2. То есть здесь для того, чтобы рассчитать слитки на какой-то другой размер ноги, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Я сейчас где-нибудь здесь вставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. То есть смотрите, как я сказала в мастер-классе, я данные слитки буду вязать на размер ноги 37-38. 37 размер ноги у нас соответствует 23,5 сантиметров. А 38 размер ноги у нас соответствует 24,5 сантиметров. Я возьму значение вот как 24 просто сантиметра, ну скажем так, среднее что-то между этими двумя размерами. И теперь от этого числа, то есть от нашего размера ноги в сантиметрах, мы должны отнять 10%.
процентов. И это у меня получится 21,6. То есть получается высота вот этой моей заготовки, которую я сейчас должна буду провязать, общая высота от начала до конца нашего вязания должна быть где-то 21 вот с половиной сантиметров. Значит, как мы определились, наша платочная вязка занимает где-то примерно там 11 с половиной сантиметров. То есть получается наши 21, давайте возьмем и 5, округлим, отнимаем наши 11 с половиной сантиметров, которые занимает наша именно платочная вязка. И это у меня получается 10. То есть получается вот эту часть резинки 2 на 2 я должна провязать 10 сантиметров, так, чтобы получить данные слитки именно на этот размер ноги, который я вот планирую связать. И в итоге высота вот этой моей заготовки, давайте сразу измерим, получается, ну вот, ровно 21,5 сантиметра, то, как я и планировала связать. Поэтому по этой же формуле, которую мы сейчас с вами разобрали, вы сможете связать данные слитки абсолютно на любой размер ноги. Также для вязания данных слитков, кроме пряжи, нам еще понадобится 2 чулочные спицы. Ну вот я взяла 2 обычных чулочных спицы с заглушками. Диаметр спицы 3 мм. Крючок для того, чтобы в конце нам сделать эту обвязку. Здесь подойдет крючок от 2,5 до 3,5 мм. Иголка с большим ушком, чтобы сшить наш следок. И ножницы для того, чтобы обрезать все наши кончики. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр 3 мм, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 38 петель. Петли я набрала и одну спицу аккуратно вынимаю. При наборе петель рекомендую, вот, чтобы кончик, вот этот наш наборный, остался чуть подлиннее, так как в конце этим кончиком мы сошьем заднюю часть нашего слитка. Вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я буду провязывать лицевыми. Таким образом довязываем наш первый ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Вот я довязала до конца ряда, у меня осталась последняя кромочная петля, и эту петлю я провязываю вот изнаночной петлей, и вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я также первую кромочную петлю снимаю, и дальше опять все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. В конце изнаночного ряда у меня также вот осталась одна последняя кромочная петля, ее я также провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. И смотрите, с лицевой стороны у нас получается вот это вот первая наборная наша дорожка, и после нее идет одна дорожка из платочной вязки. Дальше мы приступаем к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять все петли я провязываю лицевыми. То есть, соответственно, провязывая все петли лицевые и в лицевых, и в изнаночных рядах, я сейчас должна буду провязать 46 рядов. Или если я буду держать вязание вот лицевой стороной вверх, вместе с этой нашей наборной дорожкой, чтобы мы не путались. То есть наборную дорожку я тоже сейчас буду считать. То есть вместе с нашей наборной дорожкой у меня должно быть 24 вот таких вот платочных дорожек. То есть у меня уже их 2, а всего должно быть 24. Или это будет соответствовать 46 провязанным рядам. Или если вы, к примеру, будете вязать из другой пряжи, или ваша плотность будет отличаться от моей, то нужно ориентироваться, что вот эту деталь платочной вязкой я должна сейчас провязать примерно 11 сантиметров в высоту. Итак, вот я провязала необходимое количество рядов платочной вязкой. Как я сказала, у меня сейчас провязано вместе с этой нашей первой наборной вот дорожкой 24 платочных дорожки. Вот если посмотреть, вот получается вот 1, 2,
3, 4 и так далее. Или если наша плотность отличается или вы вяжете из другой пряжи, то в этом случае я рекомендую обращать не на количество провязанных рядов или платочных дорожек, а на количество сантиметров, вот, которая должна получиться у нас вот эта наша деталь. А если измерить вот эту нашу заготовку в сантиметрах, то она у меня получается, ну, вот где-то 11-11,5 сантиметров высота вот этой нашей детали. Дальше, после того, как мы вывязали вот эту нашу заготовку, мы сразу же будем переходить к вязанию резинки 2 на 2, 2 лицевых и 2 изнаночных петли. И вот как раз таки сейчас, когда мы приступим к вязанию резинки 2 на 2, мы будем измерять общую высоту вот этой нашей заготовки и высота вот этой нашей заготовки, ну и соответственно вот этой части, которую мы сейчас будем вязать, будет зависеть от вашего размера ноги. Каким образом это все рассчитывается, мы разобрали в начале видео. Поэтому вот, когда моя заготовка это вот равна, ну примерно вот в моем случае 11,5 сантиметров, плюс-минус полсантиметра, большого значения иметь не будет, я сейчас приступаю к вязанию резинки 2 на 2. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных. То есть мы вяжем этими же спицами, то есть номер 3,5. Только сейчас мы вяжем не платочную вязку, а резинку 2 на 2. Чередование 2 лицевых и 2 изнаночных петель. Таким образом, сейчас довязываем этот ряд до конца. И вот я довязала практически до конца, то есть в конце у нас получается 2 петли изнаночных. Последняя кромочная петля, ее я также провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И теперь, после того, как мы все петельки распределили, мы просто продолжаем дальше вязать все петли по рисунку. То есть первую кромочную петлю я буду снимать, а все остальные петли, как они идут, так мы их и провязываем. То есть лицевые петли мы будем провязывать лицевыми, а изнаночные петли мы будем провязывать изнаночными. То есть таким образом мы просто продолжаем вязать резинку 2 на 2, 2 лицевых и 2 изнаночных петли. Вяжем эту резинку до тех пор, пока вот эта наша заготовка, ее общая высота не будет равна тем расчетам, которые мы сделали в начале этого видео. То есть в моем случае вот эту заготовку я сейчас буду вязать, чтобы эта высота у меня была 21,5 сантиметр. То есть от нашего наборного края и вот до конца нашего вязания, где нам останется только закрыть наши петли и сшить наш следок. Поэтому просто продолжаем вязать вот все петли по рисунку, 2 лицевых и 2 изнаночных петли, и в лицевом, и в изнаночном ряду мы так вяжем. Итак, вот я провязала резинку 2 на 2, необходимое количество сантиметров. Смотрите, здесь я повешала вот ниточку контрастного цвета, и вот сейчас я подсчитала все ряды, то есть резинку 2 на 2 я сейчас провязала 26 рядов. Но вы ориентируетесь не на количество рядов, а на количество сантиметров, которое у нас должна получиться вот эта наша заготовка. И теперь давайте измерим высоту вот этой нашей заготовки. И высота у нас равна, вот как я и планировала, 21,5 сантиметра. Теперь нам осталось только закрыть все эти петли и сшить наш следок. Закрывать петли я буду вот по лицевой стороне обычным способом. То есть первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. И так далее. Значит, провязали, протянули и спустили. Провязали, протянули и спустили. Закрываем таким образом все наши петли до конца этого ряда. Итак, петли вот я все закрыла. Вот осталась моя последняя петелька. Ниточку от моточка я обрезала. Обрезаем с тем учетом, чтобы нам этого кончика хватило сшить переднюю часть нашего следка. Дальше ниточку я вытаскиваю подлиннее. И теперь в эту нашу петельку продеваем кончик, который мы обрезали от моточка, и петельку эту аккуратно затягиваем. И вот после того, как мы спрятали все наши кончики, наша заготовка, наша вот эта деталь полностью готова. Значит, смотрите, у нас
фактически есть два кончика. Это от конца нашего вязания, где мы закрывали наши петли, и от начала нашего вязания, где я говорила кончик наш оставить подлиннее, так как этим кончиком мы будем сшивать заднюю часть нашего слитка. Для начала предлагаю сшить заднюю часть нашего слитка, поэтому вот именно этот кончик от начала нашего вязания мы должны одеть в иголку с большим ушком. Нашу вот эту заготовку я складываю изнаночной стороной вовнутрь, вот таким вот образом. Вот мой идет край. Теперь сшивать наш следок я буду по лицевой стороне. То есть вот идет лицевая сторона, и вот идет моя изнаночная сторона. Складываю два края между собой, и сшивать наш край этот я буду не за кромочные петли, а смотрите, между вот этой нашей наборной дорожкой и первой платочной дорожкой у нас есть вот такие вот галочки идут в этом промежутке. Вот раз, видите? Два и так далее, с одной, соответственно, стороны и с другой стороны. Поэтому сшивать я буду вот именно вставлять иголку в эти галочки. Так, здесь я вставлю в край, вот справа налево, а дальше пойду вот именно за галочки. Вот идет наша первая галочка, вот справа налево. Сначала вставляю иголку с одной стороны между наборным вот этим краем и первой платочной дорожкой. Справа налево иду на эту сторону, также ищу нашу следующую галочку, и вот справа налево за две дужечки вот вставляю иголку и ниточку вынимаю, иду на эту сторону, также справа налево за две вот дужки и на эту сторону справа налево. Таким образом сшиваем наш вот этот задний шов. Итак, вот я прошила весь наш задний шов до конца, и вот таким вот образом он у нас смотрится с лицевой стороны. Все красиво и аккуратно. Вот идет моя рабочая ниточка, и я иголку вставляю вот сюда в серединку, и нашу нитку с иголкой вывожу на изнаночную сторону. В конце мы спрячем этот кончик по изнаночной стороне. После того, как мы сшили задний наш шов, вот у нас идет, я одела в иголку с большим ушком вот этот наш кончик, где мы закрывали наши петли, вот там, где идет наша резинка. Значит, перед тем, как сшивать наш мысок, мы должны сначала вот эту часть нашего слитка стянуть. Поэтому вот идет моя ниточка, и я на иголку вот так вот гармошечкой собираю вот эти кромочные петли, которые я запускала. Вот они у нас идут до конца, вот таким, видите, образом, гармошечкой. Я прям не в каждую петлю, где-то в каждую, где-то через петлю. Ну вот, видите, да, что у меня получается. Вот все петли я одела на иголку. Теперь иголку вынимаю. И теперь тяну вот за край этой ниточки, и вот этот наш мысок я стягиваю. Вот это идет лицевая сторона, это идет изнаночная сторона. Вот стягиваю так, чтобы здесь у меня был вот такой вот как кружочек, видите? Теперь мы этот край, после того, как вот стянули в кружок, аккуратно прошьем. Не за кромочные вот эти петельки я буду вставлять иголку, а также за вот эту вот первую петлю, вот она у нас идет после нашей кромочной, то есть именно за петельки. То есть если я сейчас разверну, давайте я покажу, чтобы вы поняли. То есть не за вот эти кромочные петли, а вот идет первая петля, вот здесь изнаночные, вот они лицевые, первая петля после кромочной. Поэтому я сначала подтянула, ровненько кружочек этот сформировала, и теперь буду прошивать. Сюда вставляю иголку справа налево, ниточку вытягиваю, хорошенечко подтягиваю, иду на эту сторону, здесь точно так же справа налево, вот именно где наш кружок. Мы сейчас этот шов вот таким вот образом сошьем, то есть по принципу так, как мы сшивали наш задний шов. Идем вот эту сторону прошили, идем сюда, прошиваем вот здесь. Здесь не обязательно прям в каждую петлю, просто здесь нужно часто. То есть где-то это будет через петлю, где-то в каждую петлю. То есть как это будет получаться. Главное, хорошенечко подтягиваем. И вот именно в петельки вставляем иголку справа налево. И вот смотрите, я прошила вот этот наш мысок. Вот таким вот образом все аккуратненько у нас смотрится. Видите? Вот моя идет рабочая ниточка. Вот она у нас. Сюда в центр я
в этот край, который прошивала, вот, вставляю иголку и ввожу вот ровненько в серединку, так, чтобы мы дальше продолжили сшивать вот этот наш мысок. То есть вот именно в наш шов, вот он. И теперь мы будем сшивать вот эту нашу деталь. Смотрите, что у нас получается здесь. Здесь у нас идет изнаночная дорожка с одного края, а с этого края у нас идет лицевая дорожка. Там, где у нас идет изнаночная дорожка, иголку я буду вставлять. Опять же, не за кромочные петли, а после кромочной первая петля справа налево. Вот. Ниточку вывожу. Здесь идет наша лицевая петля. Вот мы сейчас эту дорожку поправим, вот край этот поправим. И здесь получается, что кромочная петля, и между кромочной и лицевой, вот здесь в этом промежутке, я вставляю иголку также справа налево и ниточку вывожу. Иду на эту сторону, вот справа налево, и дальше здесь также справа налево, не в кромочную, а между кромочной и лицевой. И здесь вот справа налево. Таким образом сшиваем вот там, где у нас идет наша резинка, этот шов вот здесь до конца. При сшивании этого края стараемся контролировать так, чтобы в конце вот эти два стыка у нас сошлись. И вот смотрите, я прошила резинку, и теперь я еще прошью 4 платочные дорожки между собой. Иголку я также продолжаю вставлять в первую петлю от нашей платочной дорожки, вот справа налево. Ниточку вытаскиваю, и здесь первая платочная дорожка и первая петелька справа налево. Это мы прошили одну. Дальше вот я прошиваю вторую платочную дорожку, третью и четвертую. И вот я прошила 4 платочных дорожки между собой. Дальше эту ниточку я просто выведу на изнаночную сторону, и в конце этот кончик я закреплю. Теперь нам осталось сделать только обвязку. По поводу обвязки, значит, можно делать обвязку любым цветом. Значит, смотрите, обвязку я делать рекомендую, так как без обвязки край у нас получается совсем такой свободный, и не исключено, что в этом случае слитки могут спадать с пятки, так как край идет вот, ну, свободный. Обвязка с помощью крючка дает нам стабильность этого края. Благодаря этому слитки будут хорошо сидеть на ноге и не спадать с пятки. Поэтому я беру крючок номер 3 мм и белую пряжу Alize Lana Gold. Обвязку можно делать абсолютно любым цветом и любой пряжей. Сюда в центр, где я закончила сшивать наш следок, я вставляю крючок и вынимаю нашу первую белую петельку. И теперь в каждую кромочную петлю я буду вставлять крючок, вынимать вот петлю одну и эту петлю провязывать. Вставили в кромочную верхнюю петлю крючок, вынули петельку и эту петельку провязали. На самом деле обвязку делать очень легко, даже если вы не умеете вязать крючком. Здесь на самом деле все очень-очень просто. Вот вынули петлю, провязали, вставили крючок, вынули петлю, провязали. Таким образом делаем вот этот ряд обвязки до конца по кругу ниточкой, вот в моем случае белого цвета. Итак, я вот сделала один ряд обвязки по кругу. Теперь в нашу первую петлю белую, где мы начинали делать нашу обвязку, я вот вставляю крючок, вынимаю петельку и эту петлю сразу же провязываю, делаю еще одну петлю подъема, ниточку от моточка вот я уже обрезала, и ниточку эту из петельки я вытягиваю. Аккуратно петельку затягиваем и кончики прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. И вот после того, как мы сшили наши слитки, сделали нашу обвязку, наши слитки полностью с вами готовы. Ну, вот такие у нас красивые аккуратные швы получились. Вот так у нас выглядит наш мысочек, все красиво и аккуратно. И вот идут наши задние швы, тоже все смотрится красиво и аккуратно. Поэтому, друзья, если вам понравился данный мастер-класс, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Но мы с вами будем прощаться, обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!